Глава 1861. Возрождение зверя Син. В следующее мгновение браслет для хранения духовного зверя был поражен бесчисленным количеством молний одновременно и мгновенно взорвался облаком черной ци. Затем черная ци поглотила всю молнию и осталась совершенно невредимой. В глазах двуглавого зверя мелькнуло удивление, но затем он холодно хмыкнул, протянув руку и сделав хватательное движение к черной ци одной из своих серебряных рук. Бесчисленные молнии немедленно переплелись, образуя массивную пятицветную руку над облаком черной ци, а затем рука с поразительной скоростью схватила черную ци, и по ее поверхности затрещали дуги молний. Пальцы гигантской руки сжались, и во вспышке серебряной молнии рука попыталась разрушить облако черной ци. Однако изнутри черной ци раздался разъяренный обезьяний крик, после чего наружу вырвалась полоска малинового света и во вспышке пронзила массивную пятицветную руку. Затем последовала странная сцена. Как только малиновый свет пронзил пятицветную руку, последняя тут же рассыпалась, как если бы она столкнулась с проклятием своего существования. Таким образом, черная ци вернула себе свободу, а затем сразу же превратилась в маленькую черную обезьяну. Это был никто иной, как зверь плачущей души. Однако нынешний зверь плачущей души явно сильно отличался от того, каким был раньше. Он смотрел на гигантского двуглавого зверя с волнением и восторгом на лице и, даже не требуя каких-либо инструкций от Ханли, издал громовой рев и расширился до высоты более 300 футов во вспышке черного света. Затем в его глазах вспыхнул багровый свет, и он ударил массивными кулаками по своей огромной груди. Вся его шерсть сразу встала дыбом, а на голове появились странные рога. Затем он угрожающе обнажил клыки и превратился в гигантского трехглазого монстра. У монстра также было 3 угольно-черных костяных шипа на спине, и выглядело это довольно страшно. Зверь Син. Голова лавочника Юя немедленно испустила пронзительный крик ужаса при виде гигантского монстра, и все бесчисленные молнии в окрестностях сошлись к двуглавому зверю, образуя массивный щит из молний. Щит имел площадь более 1000 футов и толщину более 100 футов. Затем гигантский двуглавый зверь одновременно взмахнул 8 крыльями, и из его тела вырвалась пятицветная молния, после чего он внезапно исчез посреди раскатов грома. В следующее мгновение гигантский двуглавый зверь снова появился на расстоянии около 10 километров во вспышке пятицветной молнии. Он немедленно снова взмахнул своими крыльями, и новые дуги молнии вышли из его тела в попытке скрыться с места происшествия. Прямо в этот момент зверь плачущей души издал громовой рев, по-видимому, взбешенный побегом двуглавого зверя. Пока он ревел, его тело стало резко расширяться, и вокруг него появились золотые и серебряные руны. Из его третьего демонического глаза вырвался столб багрового света и растворился в воздухе в мгновение ока. Как раз в тот момент, когда гигантская двуглавая птица также исчезла во вспышке молнии, поблизости появился малиновый столб света, который в полете превратился в малиновую цепь. Цепь взлетела в воздух, образовав массивную петлю, и петля снова растворилась в воздухе. По всей цепи раздался громкий жужжащий звук, и на ее поверхности возникли дуги малиновых молний. Затем цепь внезапно туго натянулась, и сразу же, словно из ниоткуда, раздался мучительный крик. Дуги багряных молний вокруг цепи усилились, и из воздуха было насильно вытащено гигантское двуглавое чудовище. На обеих его головах были выражения шока и ужаса, и он отчаянно махал всеми 8 крыльями, крича от страха, но малиновая цепь отказывалась сдвинуться с места. Двухголовый зверь каким-то образом оказался совершенно неспособным использовать свои молниеносные способности, и сила законов природы, которые он издавал ранее, также перестала существовать. Зверь плачущей души захихикал, увидев это, и на его глобеле вспыхнул малиновый свет, выпустив еще несколько малиновых цепей, которые полностью сковали двуглавого зверя. После этого цепи внезапно исчезли вместе с гигантским чудовищем, и сразу после этого пространственные колебания вспыхнули в нескольких сотнях футов перед зверем плачущей души, и связанный двуглавый зверь появился снова. В глазах зверя плачущей души вспыхнул малиновый свет, и он внезапно вытянул одну из своих огромных пушистых рук, сделав хватательное движение. Внезапно один из 3 черных костяных шипов, торчащих из его спины, исчез без всякого предупреждения и в следующее мгновение появился в его руке во вспышке черного света. Зверь плачущей души начал повторять непонятное древнее заклинание, и вдоль костяного копья начали появляться ряды ярких золотых рун, создавая довольно загадочное зрелище. Костяное копье начало вибрировать и издавать жужжащий звук, который становился все громче и громче. Золотые ударные волны вырвались из наконечника копья, и тут же вспыхнул ослепительный золотой свет. В воздухе поблизости начали появляться руны, похожие на руны на костяном копье, и извиваться вокруг него. Как только эти руны появились, из костяного копья вырвалась разрушительная зловещая аура. Ужас в глазах двуглавого зверя еще больше усилился от этого, и его крики сразу стали громче и отчаяннее, поскольку оно металось, как сумасшедший, в багровых цепях. Однако, как бы он ни боролся и ни бился, цепи оставались совершенно твердыми и непоколебимыми. В следующее мгновение раздался взрывной выстрел, и золотое копье взлетело в воздух в виде полоски полупрозрачного света.
Полоска света была необычайно быстрой и в мгновение ока пронзила птичью голову гигантского двуглавого зверя. Как только в глобеле гигантского зверя пробили дыру размером с кулак, из дыры начал неистово источаться пронзительный золотой свет. Голова молниеносного зверя мгновенно окоченела, и по ее поверхности распространились бесчисленные крошечные золотые трещинки, пока совсем не взорвалась с глухим стуком. Как ни странно, вместо обрывков костей и плоти голова взорвалась шарами ослепительного пятицветного света. В то же время те же золотые трещины появились и на отрезанной шее гигантского зверя, и они быстро распространились на остальную часть его тела. Зверь плачущей души холодно хмыкнул, увидев это, и из его огромных ноздрей вырвалась вспышка желтого света. Голова лавочника Юя осталась совершенно невредимой, но полностью окаменела от этого внезапного поворота событий. В отчаянии он открыл рот, выплюнув короткий серебряный меч. Затем меч выпустил полоску мечатцы длиной более 100 футов, которая злобно рассекла его собственную шею, и лавочник Юй был обезглавлен во время агонии. Затем его отрубленная голова упала с тела гигантского зверя и исчезла в виде полоски малинового света. Сразу после этого все тело гигантского зверя взорвалось новыми пятнышками пятицветного света, которые немедленно попытались вырваться из багровых цепей, но безуспешно. Желтый свет пронесся дальше, и пятицветные пятнышки света были с легкостью собраны вместе и хлынули в разинутый рот зверя плачущей души. Поглотив эти пятнышки пятицветного света, зверь плачущей души снова радостно ударил себя в грудь с чрезвычайно взволнованным выражением лица. Утратив свое предназначение, багровые цепи сразу же после этого рассыпались на точки духовного света. Костяное копье также вернулось в спину зверя плачущей души во вспышке золотого света, и оно снова стало полностью черным и тусклым, как будто последняя атака полностью исчерпала его силу. Хань Ли смотрел на него совершенно ошеломленно, но сразу же пришел в себя, когда голова лавочника Юя попыталась сбежать в виде полоски малинового света. Он немедленно издал долгий крик и снова принял форму гигантской горной обезьяны, в то время как сегмент глубокого небесного клинка и золотые жуки мгновенно исчезли. Его тело вспыхнуло золотым светом, и он, сделав шаг вперед, внезапно растворился в воздухе. В следующее мгновение огромное тело гигантской обезьяны снова появилось в нескольких тысячах футов от него, прямо перед убегающей полоской малинового света, и она немедленно выпустила свой огромный пушистый кулак в сторону световой полоски. Еще до того, как кулак ударил по полоске малинового света, ее охватил взрыв огромной силы. Обычный культиватор, скорее всего, был бы полностью обездвижен этой вспышкой огромной силы, но полоска багрового света сумела вырваться на свободу в мгновение ока и появилась на расстоянии 300 футов. Затем из малинового света раздался крик шока и ярости, и свет отступил, обнажив человекоподобную фигуру. Это был никто иной, как владелец магазина Юй. Однако в этот момент его лицо было совершенно бледным, а его аура стала значительно слабее, до такой степени, что он едва мог даже поддерживать базу культивации на ранней стадии интеграции тела. «Если ты собираешься убить меня, я заставлю тебя заплатить за мою жизнь». Лавочник Юй зарычал с выражением ярости и отчаяния. Как только его голос умолк, его тело вспыхнуло малиновым светом, и он превратился в гигантского малинового павлина размером более 100 футов. Павлин взмахнул крыльями, выпустив порыв яростного ветра с резким запахом крови и запекшейся крови. Сердце Хань Ли содрогнулось, увидев это, и он не мог не взглянуть на зверя плачущей души, обнаружив, что тот радостно играет с кристаллическим ядром размером с голову и вовсе не собирался ему помогать. Он попытался убедить зверя плачущей души прийти ему на помощь, используя свое духовное чутье, но это оказалось совершенно неэффективным. Похоже, что зверь плачущей души полностью потерял интерес к лавочнику Юю после того, как поглотил пятицветную молнию. Кривая улыбка появилась на лице Ханли, но когда он снова посмотрел на лавочника Юэ, но тут же сменилась холодным выражением лица. Гигантская обезьяна внезапно запрокинула голову и испустила громовой рев, а затем перевернула обе свои огромные руки, обнажив пару небольших гор. Одна из гор была черной, а другая — лазурной, и каждая была более 100 футов в высоту. Глава 1862. Победа над врагом. Золотой свет внезапно вспыхнул от рук гигантской обезьяны, и они еще больше увеличились в размерах, бросив две крайние горы в воздух в качестве метательного оружия. Как только маленькие горы покинули руки гигантской обезьяны, они увеличились в несколько раз по сравнению с первоначальным размером, до 500 футов в высоту. Затем горы мгновенно всплыли над малиновым павлином и рухнули с разрушительной силой. Еще до того, как они подошли к павлину, в ближайшем пространстве уже раздался резкий звенящий, и невидимые ударные волны также распространились во всех направлениях. Багрового павлина сразу же охватило ужасающее чувство удушья, которое немного настораживало, но он не обратил на это ощущение особого внимания, яростно размахивая крыльями. Вспышка малинового света мгновенно превратилась в порыв яростных ветров, взлетевших в воздух, чтобы противостоять двум приближающимся крайним горам.
Малиновый свет не был таким универсальным и глубоким, как пятицветный божественный свет, но он был чрезвычайно ядовитым и особенно могущественным, когда дело доходило до разрушения духовной природы сокровищ. Каким бы могущественным ни было сокровище, под действием багрового света оно превратилось бы в мертвый объект. Тем не менее, у лавочника Юя, естественно, не было возможности узнать, что эти две горы были закалены с использованием методов из мира истинных бессмертных, и что даже в этом более высоком царстве они были двумя из широко известных 5 экстремальных гор. Кроме того, сила этой атаки проистекала в первую очередь из необычайного веса двух крайних гор в сочетании с огромной силой гигантской обезьяны, а не из каких-либо особых способностей, которыми обладали эти две горы. Таким образом, пара гор с легкостью прорвалась сквозь малиновый свет и беспрепятственно продолжила свой путь. Ага. Лавочник Юй был очень встревожен, увидев это, и немедленно попытался уйти из поля зрения нападения. Однако две гигантские горы охватывали территорию с радиусом более 1000 футов, поэтому у него не было возможности уклониться от них за такое короткое время. В глазах багрового павлина появилось изумленное выражение, и в отчаянии он открыл клюв, выплюнув свиток, который сразу же развернулся. Во вспышке яркого света, который распространился во все стороны, из свитка мгновенно появились пятицветные проекции зданий и павильонов. Все проекции были чрезвычайно яркими и поражали зрителя чувством интриги и загадочности. Судя по сильным пространственным колебаниям, вызванным появлением этих проекций, было совершенно очевидно, что это чрезвычайно редкое пространственное сокровище. В глазах лавочника Юя это пространственное сокровище было его лучшим спасительным сокровищем, определенно могло сдержать две горы. В конце концов, независимо от того, какой силой и импульсом обладали две горы, все это было бы полностью обнулено пространственными способностями свитка. Конечно, в качестве меры предосторожности владелец магазина Юй продолжал улетать с места происшествия, а не стоять на месте. Однако именно в этот момент с обеих гор сразу вспыхнул пронзительный свет. Один из них излучал серый свет, который каскадом спускался вниз, как водопад, в то время как другой излучал бесчисленные прозрачные полосы цемеча, которые проливались ливнем. Эти двое объединились в один, ударив по пятицветным проекциям, и все они были разорваны на части, прежде чем смогли создать какое-либо препятствие для пары гигантских гор. Багровый павлин даже не успел издать ни единого звука, и его ударила черная гора, и его тело мгновенно превратилось в фарш. Увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, но его лицо сразу же снова потемнело. Обрывки малиновой павлиньей плоти и крови внезапно задрожали под горой, после чего все они сошлись в одном месте, образовав чрезвычайно гротескный шар из крови и плоти. Затем мяч начал быстро корчиться, пытаясь быстро вернуться к своей первоначальной форме. При виде этого в глазах Хань Ли вспыхнул холодный свет, и он сразу же указал пальцем на гору экстремальной эссенции. Серый свет, исходящий от горы, сразу же конденсировался, превратившись в бесчисленные серые светлые нити, которые сразу устремились вниз, мгновенно пробивая шар из плоти и крови, отчего тот разлетелся на бесчисленные кусочки. Серые нити на этом не остановились. В мгновение ока эти бесчисленные куски плоти и крови превратились в облако кровавого тумана, так что у него не было шанса снова сконденсироваться. Внезапно из кровавого тумана вырвалась пятицветная проекция. Это был миниатюрный павлин размером с кулак, и это была не что иное, как зарождающаяся душа лавочника Юэ, которую он сохранил с помощью секретной техники. Однако Хань Ли, естественно, не собирался позволять ему сбежать. Он глубоко вздохнул и, открыв рот, выпустил золотую молнию толщиной с большую чашу. Молния охватила расстояние в несколько сотен футов в мгновение ока, а затем с раскатом грома ударила в пятицветную проекцию. Миниатюрный павлин издал вой боли и стерся с лица этого мира. Гигантская золотая обезьяна запрокинула голову и испустила восторженный крик, в экстазе ударяя себе в грудь, а затем быстро сжалась и вернулась к своей человеческой форме во вспышке золотого света. Вернувшись в свою человеческую форму, Хань Ли вздохнул с облегчением, глядя на кровавый туман внизу. После этого он взмахнул рукой, и два браслета, один золотой и один серебряный, приземлились в его руке. Хань Ли, мельком оглядев браслеты для хранения, убрал их во вспышки духовного света, а затем снова обратил свое внимание на затяжной туман крови внизу. Внезапно он опустил рукав вниз, выпустив шар серебряного пламени, поразив кровавый туман внизу. В результате туман мгновенно загорелся, и изнутри начал исходить слабый резкий запах. Вскоре он превратился в море серебряного пламени, и глаза Хань Ли слегка сузились, когда он протянул руку и сделал движение вниз. Серебряное пламя мгновенно поднялось вверх, как огненный дракон, и пламя снова влезло в рукав Хань Ли, в то время как в его руке появился шар жидкости размером с яйцо, который излучал слабый пятицветный свет. Хань Ли посмотрел на шар с жидкостью, и в его глазах промелькнула тень изумления. Я смог получить такую чистую истинную духовную кровь после обычного процесса извлечения. Как и ожидалось, этот лавочник Юй действительно необычное существо из расы 5 цветов. Если бы эта кровь была немного чище, она могла бы принадлежать прямому потомку пятицветного павлина.
Может быть, он действительно каким-то образом связан с пятицветным павлином. Так тому и быть. На данный момент все это не имеет значения. Хань Ли покачал головой, чтобы избавиться от этих мыслей. Затем он перевернул руку, достав ярко-красный пузырек, а затем начал что-то напевать, указывая на шарик с жидкостью, парящий над его ладонью. Небольшой пузырек вздрогнул и испустил вспышку белого света, которая охватила шарик с жидкостью, а затем мгновенно втянула его в пузырек. Во вспышке духовного света Хань Ли сделал печать заклинания рукой и убрал флакон, а затем убрал две экстремальных горы. Сочетание устрашающей мощи его экстремальных гор и невероятных способностей его формы гигантской горной обезьяны уже стало одним из его козырей в битве. Он был уверен, что если бы он сможет закалить еще одну или две экстремальные горы, этот козырь станет еще более грозным. Лазурный свет вспыхнул от тела Хань Ли, и он тут же исчез. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули перед зверем плачущей души, и Хань Ли снова появился перед ним, внимательно изучая зверя плачущей души со странным выражением на лице. Он знал, что зверь плачущей души станет невообразимо могущественным после того, как претерпит трансформацию, но он все еще был чрезвычайно ошеломлен тем, что ему удалось так легко убить зверя стадии Великого Вознесения. Разве это не должно было быть эффективным только против призрачных существ? Более того, он проверял зверя плачущей души несколько дней назад, и у него не было вообще никаких признаков пробуждения. Таким образом, когда он сам по себе выпрыгнул, чтобы сразиться с двуглавым чудовищем, он был в восторге, но также был сильно напуган. Вдобавок, его нынешняя духовная связь с зверем плачущей души была чрезвычайно слабой, и он, казалось, потерял над ней контроль. Оценивая зверя с серьезным выражением на лице, он не знал, что с ним делать. И это его весьма обеспокоило. В конце концов, с силами, которые только что проявил зверь плачущей души, если бы он обратился против него, у него было бы даже больше проблем, чем когда он сам столкнулся с двуглавым чудовищем. Прямо в этот момент зверь плачущей души подбросил кристаллическое ядро в руке в воздух, а затем открыл рот и, несколько раз пожевав ядро, проглотил. Только тогда он повернулся к Хань Ли, и в его ярко-красных глазах появилось странное выражение. «Вы волнуетесь, мастер?» — внезапно спросил зверь плачущей души. Сердце Хань Ли слегка зашевелилось, но выражение его лица осталось неизменным, и он спросил: «Волнуюсь? Почему я должен волноваться? Ты достиг более высокого уровня интеллекта». Хе-хе, в моей голове действительно появилось много нового. Нет нужды врать мне, мастер. Наша духовная связь стала слабее, но я все еще чувствую твои эмоции, с улыбкой сказал зверь плачущей души. Услышав это, Хань Ли слегка запнулся, и на его лице появилась кривая улыбка. В твоей голове появилось много нового. Что ты имеешь в виду? Что ты теперь? Ты на самом деле зверь Син? Я сам в этом не особо уверен. Пробудившись от спячки, я получил много новых знаний. Кажется, я похож на зверя Син, о котором вы говорите, но я также немного отличаюсь от него. Однако тебе не о чем беспокоиться, так как я, скорее всего, скоро покину этот мир, вздохнул зверь плачущей души, и Хань Ли буквально опешил, услышав это. Глава 1863. Гигантский глаз. На лице Хань Ли появилось озадаченное выражение. Ты покинешь этот мир? Что ты имеешь в виду? Может быть. Верно, мастер. После того, как я поглотил духовное чутье этого небесного дьявольского владыки в горных хребтах Золотого Дьявола, в моем теле произошли огромные изменения, и я чувствую зов из другого мира. Следовательно, мне пришлось впасть в спячку в браслете духовного зверя, чтобы защитить себя. Только что это существо разбудило меня, и я не мог контролировать себя, поскольку действовал инстинктивно, чтобы поглотить силу небесной молнии внутри его тела. Теперь мое тело полностью отвергается силой неба и земли этого мира, и я, скорее всего, скоро телепортируюсь в легендарный мир истинных бессмертных, слегка печально ответил зверь плачущей души. Хань Ли потерял дар речи, пока на его лице не появилась кривая улыбка. Ты уверен, что призывающие тебя силы из мира истинных бессмертных? Он отправился в этот бурный путь культивации ради шанса когда-нибудь подняться в этот легендарный мир, но он все еще был очень-очень далек от достижения этой цели, но зверь плачущей души уже достиг этой цели, казалось бы, с такой легкостью. Это, естественно, вызвало у него чувство негодования, а также некоторое подозрение. Я не знаю почему, но я чувствую, что это действительно сила мира истинных бессмертных взывает ко мне. Среди множества вещей, которые возникли в моей голове, многие из них связаны с миром истинных бессмертных, ответил зверь плачущей души. Услышав это, сердце Хань Ли сразу же забилось быстрее. У тебя есть знания об мире истинных бессмертных. Не мог бы ты рассказать мне об этом? Конечно, я был бы более чем счастлив. Он приближается. У меня нет времени.
Зверь плачущей души сначала кивнул в знак согласия, но его выражение внезапно резко изменилось, и в его глазах появилось встревоженное выражение. Как только его голос затих, в воздухе над головой внезапно раздался глухой ракочущий звук. Белый туман над головой рассеялся, открыв огромное пространство пятицветного света, которое превратилось в огромное глазное яблоко размером с дом. Зрачок глазного яблока был полупрозрачного малинового цвета, и его взгляд сразу же пристально остановился на звере плачущей души. Затем с небес спустилась разрушительно устрашающая аура, и холод пробежал по спине Ханли, после чего он был полностью обездвижен. Это было не из-за простого несоответствия в магической силе, он был совершенно бессилен, поскольку глазное яблоко просто находилось на гораздо более высоком уровне существования. Он чувствовал, что глазное яблоко может в одно мгновение уничтожить его тело и душу, если захочет, и выражение его лица стало чрезвычайно напряженным. Прошло бесчисленное количество лет с тех пор, как он в последний раз был настолько бессилен. Он чувствовал себя так, словно вернулся в свое детство и столкнулся с доктором Мо, который в то время был непреодолимой всемогущей фигурой в его глазах. Под пристальным вниманием этого глазного яблока пот начал литься по лицу зверя плачущей души, и его рука задрожала в попытке поднять руку, в результате он безвольно упал на бок. В гигантском глазном яблоке появилась легкая ухмылка, и из него тут же раздался взрыв буддийских песнопений. Затем глазное яблоко, казалось, мигнуло, после чего внизу рухнул необычайно толстый столб багрового света. Зверь плачущей души был поражен столпом багрового света, и его тело мгновенно поднялось на 10 тысяч футов в воздух. Хань Ли был совершенно не способен пошевелиться, но он видел, что зверь плачущей души с трудом повернулся, чтобы в последний раз взглянуть на него изнутри столпа света. На его лице было очень сложное выражение, и в следующее мгновение он исчез в гигантском глазном яблоке. Буддийские песнопения прекратились, и глаз закрылся, растворившись в ничто. Белый туман тоже растворился над головой, и после исчезновения гигантского глазного яблока разрушительная аура также исчезла. Все вернулось в норму, но даже несмотря на то, что Хань Ли вновь обрел свободу, он все еще стоял как вкопанный, глядя в небеса с пустым выражением лица. Спустя долгое время он, наконец, тяжело вздохнул и слегка удрученно опустил голову. Зверь плачущей души был с ним с тех пор, как он жил в области моря рассеянных звезд и спасал ему жизнь бесчисленное количество раз. Теперь, когда он был похищен, Хань Ли, естественно, беспокоился о его будущем. Однако это гигантское глазное яблоко явно было из мира истинных бессмертных, и он был совершенно бессилен в его присутствии, поэтому ему не оставалось ничего другого, кроме как беспомощно смотреть, как зверя плачущей души забирают. Однако то, как его забрали, и то, что он был довольно спокойным, означало, что, скорее всего, опасности не было. Если он когда-нибудь сможет подняться в мир истинных бессмертных, возможно, они смогут воссоединиться. Единственное, в чем он был довольно разочарован, это то, что зверь плачущей души вознесся до того, как смог раскрыть ему какую-либо информацию об мире истинных бессмертных. В противном случае, эта информация могла бы помочь ему в его будущей культивации. Внезапно выражение лица Хань Ли слегка изменилось, и он резко повернулся в определенном направлении. Вдалеке вспыхнул слабый золотой свет, и полоска золотого света летела к нему, пока не достигла его всего за несколько мгновений. Хань Ли сфокусировал свой взгляд на человеке в полоске света, и на его лице появилась слабая улыбка. Свет погас, открывая изысканную красотку с гибкой и изящной фигурой и кожей, светлой, как самый тонкий нефрит. «Давно не виделись, фея Юань, как дела?» Поздоровался Хань Ли, сложив кулак в знак приветствия. На Юанья было зеленое роскошное платье, и она смотрела на Хань Ли с приподнятым выражением лица. «Это действительно ты, брат Хань». Хань Ли направил к ней свое духовное чутье, чтобы определить ее базу культивации, и в его глазах появился намек на удивление. «Я вижу, что ты достигла поздней стадии пространственного закаливания, фея Юань. Похоже, старший Цин Юань Цзы приложил много усилий, чтобы взрастить тебя в твоей культивации». Яэр теперь не только моя ученица, но и моя приемная дочь, поэтому, конечно, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ей ее культивации», внезапно раздалось холодное хмыканье. Сразу после этого 6 полос лазурного света вылетели из одного из рукавов Юанья, а затем сошлись, образуя миниатюрную лазурную фигуру. Человекоподобная фигура была одета в серой мантии, а за спиной у нее был маленький зеленый меч. Она была всего около фута в высоту, но, если не считать различия в размерах, был полностью идентичен Цин Юань Цзы. Зарождающаяся душа. Хань Ли невольно воскликнул при виде этой миниатюрной фигурки. «Ты так удивлен, увидев мою зарождающуюся душу без моего тела». Если подумать, твое удивление оправдано. Для тех, кто еще не достиг стадии Великого Вознесения, действительно было бы очень опасно выпустить свою зарождающуюся душу из их тела в течение длительного периода времени.
Тем не менее, я был на стадии Великого Вознесения бесчисленное количество лет, и моя зарождающаяся душа была культивирована до полностью материальной формы, поэтому физическое тело больше не является для меня незаменимым. Ты поймешь, когда дойдешь до стадии Великого Вознесения. Кроме того, это только одна из 3 моих зарождающихся душ, усмехнулся Цин Юаньцзы. Ваши силы поистине непостижимы, старший. Искренне сказал Ханли, слегка поклонившись. В этом нет ничего примечательного для таких существ, как мы, на стадии Великого Вознесения. Для сравнения, твой прогресс гораздо более невероятен. Прошло всего несколько столетий с тех пор, как мы в последний раз встречались, но ты уже на стадии интеграции тела. Похоже, ты действительно столкнулся с некоторыми чудесными возможностями за эти годы, сказала миниатюрная фигурка с намеком на улыбку на лице. Вы слишком добры, старший, мне просто повезло, и я, конечно, не могу сравниться с кем-то вашего ранга и престижа, скромно сказал Ханли. Я прекрасно знаю, оправдана ли моя похвала. Кстати, это ты сражался здесь? Остаточная аура очень странная, сказал Цин Юаньцзы, нахмурив брови, осматривая окрестности. Хань Ли был весьма удивлен, услышав это. Разрушительная аура пятицветного гигантского глаза должна была быть обнаружена кем-то, обладающим способностями Цин Юаньцзы, даже если он находился довольно далеко. Однако было совершенно ясно, что Цин Юаньцзы ничего не почувствовал. Может быть, гигантский глаз высвободил какую-то способность, замаскировавшую его собственную ауру. В таком случае пятицветный гигантский глаз был еще более устрашающим, чем он изначально представлял. Даже несмотря на эти мысли, проносящиеся в его голове, Ханли сохранил спокойное выражение лица и ответил: «Я действительно участвовал в битве ранее. Когда я телепортировался в это место, один из моих врагов попал в телепортацию, но я уже разобрался с ним. Он был какого-то довольно особенного происхождения, поэтому неудивительно, что его остаточная аура также довольно своеобразна. Понятно, тогда, похоже, я просто слишком много думаю. Хорошо, давай не будем здесь больше оставаться. Идем со мной, и мы поговорим позже, вернувшись в мою пещерную резиденцию. Это займет около полдня, и если бы я не тестировал секретную технику с ЯАР, я бы не смог добраться сюда так быстро, сказал Цин Юаньцзы, многозначительно взглянув на Ханли. Прежде чем Ханли успел ответить, Цин Юаньцзы улетел в виде полоски лазурного света, и Ханли оставалось только последовать за ним. Юанья летела рядом с ним в полоске золотого света с улыбкой на лице. Я думала, что до твоего возвращения потребуется еще несколько лет. В конце концов, предметы, которые отец попросил тебя найти, чрезвычайно редкие в мире духов. Юанья послала передачу голоса Ханли, пока летела. Почему ты так уверена, что мне удалось собрать предметы, которые просил старший Цзян? Может, я вернулся с какой-то другой целью. Ханли также послал передачу голоса в ответ с легкой улыбкой на лице. Я неплохо тебя знаю, брат Хань. Без достаточного стимула ты не стал бы прилагать усилия, чтобы вернуться в это место, и единственное, что здесь может тебя заинтересовать, это, естественно, божественный эликсир адской реки, сказала Юанья с великолепной улыбкой. Ты действительно хорошо меня знаешь, фея Юань, и я действительно пришел сюда за божественным эликсиром адской реки, признался Хань Ли с кривой улыбкой. Глава 1864. Изменения. В таком случае тебе будет немного трудно достичь своей цели, с грустью вздохнула Юанья. Что ты имеешь в виду, фея Юань? Неужели старший Цзян передумал насчет божественного эликсира адской реки? Удивленно спросил Хань Ли. Конечно, нет, человек с таким статусом, как мой отец, не стал бы забирать свои слова назад. Однако недавно произошло нечто, не зависящее от него. Я уверен, что он сам тебе все объяснит, как только мы вернемся, так что я не буду. Я и так уже сказала слишком много. Тем не менее, тебе не нужно беспокоиться об этом слишком сильно, многозначительно сказала Юанья. В словах Юанья было больше вопросов, чем ответов, но Хань Ли просто кивнул и замолчал. Юанья знала, что он обдумывал ее слова, поэтому она вежливо молчала, чтобы не мешать Хань Ли, и просто летела рядом с ним с улыбкой на лице. Тем временем Цин Юаньцзы летел впереди них и ни разу даже не повернул голову, чтобы взглянуть их. Таким образом, все 3 полосы света быстро исчезли вдали, оставив поле битвы между Хань Ли и лавочником Юем совершенно пустым. Примерно через полдня троица наконец вернулась в пещерную резиденцию Цин Юаньцзы, и Хань Ли прибыл в уже знакомый ему зал. Миниатюрная лазурная фигурка лениво потянулась, а затем внезапно увеличилась до размеров обычного человека. Он небрежно сел на главное кресло и обратился к Хань Ли. «Теперь ты уже культиватор стадии интеграции тела, поэтому тебе не нужно быть слишком сдержанным и жестким в моем присутствии. Ты тоже можешь сесть». «Спасибо, старший». Хань Ли немедленно уважительно поклонился и ему и сел, как ему сказали. Юанья подошла к Цин Юаньцзы и послушно встала позади него,
и прямо в этот момент в холл вышла молодая женщина в белом халате с круглым лицом, неся блюдо с несколькими чашками духовного чая. Она поставила одну из чашек на стол перед Хань Ли, а затем с улыбкой сказала: «Добро пожаловать, брат Хань. Не думала, что ты вернешься сюда так скоро». Эта женщина, естественно, была никем иным, как Янь Ли. Хань Ли повернулся к ней с улыбкой и сказал: «Давно не виделись, фея Янь. Ты выглядишь такой же молодой и красивой, как всегда. Я обладаю полупрозрачным телом, поэтому мой внешний вид, естественно, не меняется. Хм. Кажется, сейчас я не могу точно определить твою точную базу культивации. Неужели ты уже достиг стадии интеграции тела, брат Хань?» Сначала на лице Янь Ли была улыбка, но эта улыбка быстро сменилась ошеломленным выражением, когда она направила свое духовное чувство к Хань Ли. Янь Ли в настоящее время находилась на ранней стадии пространственного закаливания, поэтому для нее, естественно, было невозможно определить текущую базу культивации Хань Ли. «Действительно, мне очень повезло, и мне удалось перейти на среднюю стадию интеграции тела», спокойно ответил Хань Ли. Средняя стадия интеграции тела? Янь Ли потеряла дар речи. На лице Цин Юаньцзы появился намек на нетерпение, и он сказал: «Если ты хочешь догнать господина даосиста Ханя, ты сможешь обсудить с ним все, что хочешь, как только мы закончим наше обсуждение здесь». Ах, извините за мою грубость, Янь Ли, наконец, пришла в себя, прежде чем предложить другую чашку спиртного чая на своем блюде Цин Юаньцзы, а затем села рядом с Юань Я. «Я также не думал, что ты придешь сюда так скоро, а моя главная зарождающаяся душа в настоящее время находится в уединении, культивируя мощную способность, поэтому я не смогу приветствовать тебя своим истинным телом», внезапно сказала Цин Юаньцзы. «Для меня уже большая честь быть удостоенным присутствия одной из ваших зарождающихся душ, даже несмотря на то, что вы находитесь на критическом этапе своей культивации, старшей», искренне ответил Хань Ли. Цин Юаньцзы кивнул, увидев уважительное выражение лица Хань Ли, а затем сразу же перешел к делу. «Ты вернулся в Адскую реку, используя сокровища, которые я тебе дал, так что, должно быть, ты собрал много материалов, о которых я просил, верно? Сколько примерно материалов ты собрал? Как мы договорились, тебе нужно только собрать 2/3 всех материалов в списке для завершения миссии. Все материалы, которые я собрал, находятся в этом браслете для хранения. Пожалуйста, осмотрите их сами, старший». Вместо того, чтобы дать прямой ответ, Хань Ли перевернул руку, достав зеленый браслет для хранения, а затем встал и обеими руками протянул браслет Цин Юаньцзы. Вместо того, чтобы быть раздраженным отказом Хань Ли прямо ответить на его вопрос, в его глазах промелькнул намек на восторг, и он сказал: «Хе-хе, ты выглядишь очень уверенным, господин даосист Хань. Похоже, ты, должно быть, завершил свою миссию с развивающимися знаменами. А теперь позволь мне осмотреть плоды твоих усилий». Сказав это, он взял браслет для хранения, а затем закрыл глаза и вложил в него свое духовное чутье. Юань Я и Янь Ли одновременно повернулись взглянуть на Цин Юаньцзы. Естественно, они не могли вложить свое духовное чутье в браслет для хранения, но они могли оценить степень успеха Хань Ли, наблюдая за реакцией Цин Юаньцзы. В отличие от слегка встревоженных выражений на их лицах, Хань Ли был очень спокоен и собран. С чрезвычайно мощным духовным чутьем Цин Юаньцзы, а также с его обширными знаниями и опытом, ему, естественно, не потребовалось бы много времени, чтобы осмотреть все материалы в браслете для хранения. Поначалу он оставался совершенно бесстрастным, но вскоре после этого на его лице появился намек на удивление, а по прошествии времени удивление сменилось шоком и восторгом. Юань Я очень обрадовалась, увидев это, и в то же время повернулась к Хань Ли с любопытством в глазах. Как приемная дочь Цин Юаньцзы, она, естественно, знала, какие материалы были в списке, который был передан Хань Ли. Количество и редкость материалов в этом списке действительно поразили ее, и она всегда беспокоилась, что Хань Ли не сможет выполнить эту миссию. Однако, судя по реакции Цин Юаньцзы, Хань Ли должен был собрать очень значительную часть материалов из списка. Первоначально Цин Юаньцзы на самом деле не возлагал больших надежд на Хань Ли. Он просто дал Хань Ли список материалов, так как это было не лишним, так что это была попытка с низким риском для потенциально высокой награды, хотя и с очень небольшими шансами. Эти материалы были очень важны для Цин Юаньцзы с самого начала, и тот факт, что он не мог покинуть Адскую реку, делал эти материалы для него еще более ценными. Янь Ли тоже смотрела на Хань Ли с изумлением в глазах, но оно также было окрашено некоторыми другими сложными эмоциями. «Очень хорошо. Помимо нескольких материалов, в обнаружении которых даже я не был бы уверен, ты нашел все материалы в моем списке. Ты действительно удивил меня, господин даосист Хань. С этими материалами у меня на 20% больше шансов преодолеть мою следующую молниеносную трибуляцию», взволнованно сказал Цин Юаньцзы, открывая глаза. «Эти материалы могут дать увеличение только на 20%. Хань Ли был ошеломлен, услышав это.
Все материалы, которые он собрал, было чрезвычайно трудно найти в мире духов, и он нашел только некоторые из них в целебном саду в огромной ледяной области. Царстве. По мнению Ханьли, многие из этих материалов, скорее всего, больше нельзя было найти даже в мире духов. Хе-хе, как только кто-то достигает моей базы культивации, обычные методы совершенно неэффективны, когда речь идет об увеличении шансов преодолеть трибуляцию, и есть чрезвычайно ограниченные внешние силы, которые можно использовать, поэтому 20% — это уже оптимистичная оценка. Хорошо, пока отложим это в сторону. Ты достал материалы, о которых я просил, поэтому я, естественно, дам тебе взамен немного божественного эликсира адской реки. Но перед этим я хотел бы спросить, ты все еще планируете обменять эти материалы на эликсир? Если ты хочешь что-то другое, я открыт для альтернатив и могу предложить предметы, которые не менее ценны, чем эликсир, с улыбкой сказал Цин Юаньцзы, осторожно убирая браслет для хранения. Я уверен, что вы знаете, насколько важен для меня эликсир сейчас, когда я нахожусь на стадии интеграции тела, поэтому мне придется отказаться от любых альтернатив, без колебаний ответил Ханли. Юань Я уже намекнула, что с этим обменом возникнут проблемы, поэтому он был готов к такому предложению. В таком случае все может быть немного хлопотно. Брови Цин Юаньцзы слегка нахмурились, когда на его лице появилось задумчивое выражение. Вы, кажется, встревожены, старший. Не могли бы вы сказать мне, в чем проблема? Если я правильно помню, у вас ведь был божественный эликсир адской реки? Спросил Ханли. По правде говоря, если бы ты пришел на 100 лет раньше или на 300 лет позже, проблем бы не было вообще, но я недавно одолжил свой эликсир кому-то, кто остро нуждался в нем. Если ты подождешь еще несколько столетий, возможно, я смогу найти еще, покорно сказал Цин Юаньцзы. Вы одолжили эликсир? Выражение лица Ханьли слегка изменилось, когда он услышал это. Действительно. Тот, кто позаимствовал эликсир, один из великих старейшин расы паденок, и мы хорошие знакомые, сказал Цин Юаньцзы. Выражение лица Ханьли, естественно, стало довольно напряженным от его слов. Однако затем Цин Юаньцзы внезапно улыбнулся и сказал: «Но будь уверен, господин даосист, если вы действительно хочешь эликсир, ты его получишь». Что ты имеешь в виду, старший? Есть ли другие пути, по которым можно получить эликсир? Сразу же спросил Ханли, и на его лице появилось ликующее выражение. Конечно. Божественный эликсир адской реки очень редок, и каждый раз, когда он производится, я обязательно беру его себе. Однако есть также несколько других чрезвычайно могущественных существ, населяющих этот мир, и они тоже в доле. Обычно половина производимого эликсира забирается росой паденок, а остальное делится между нами. Однако все эти существа — очень своеобразные личности и не менее могущественны, чем я. У меня нет связи или отношения с ними, и мне придется нанести им визит лично, чтобы узнать, могу ли я одолжить у них немного эликсира. Будь уверены, даже если я не смогу этого сделать, я обязательно возмещу тебе все твои усилия, уверенно сказал Цин Юаньцзы. Глава 1865. Визит. Обещание Цин Юаньцзы немного успокоило Ханли, и он спросил: «В таком случае, думаю, мне просто придется подождать. Простите меня за вопрос, но когда примерно я смогу ожидать ответа?» Конечно, я не могу отправить эту свою вторую зарождающуюся душу в гости к этим старым эксцентрикам, поэтому мне придется навестить их лично. Мое настоящее тело выйдет из уединения, по крайней мере, через месяц и около самое большее год. Ты ведь сможешь подождать столько, верно, господин даосист Хань? Спокойно ответил Цин Юаньцзы. Конечно, ответил Хань Ли с довольно застенчивой улыбкой. Внезапно Цин Юаньцзы улыбнулся и спросил: «Кстати, как поживают твои лазурные бамбуковые мечи?» «Уверен, ты уже снова усовершенствовал их, верно?» Хань Ли был несколько ошеломлен внезапной сменой темы, но все же ответил: «Я действительно снова усовершенствовал все летающие мечи, следуя вашим инструкциям, и я также усовершенствовал окончательную формацию лазурного меча. Искусство владения мечом, которое вы мне передали, поистине глубокое, и я смог почерпнуть лишь малую его часть. В таком случае, хочешь, чтобы я дал пару советов по этому искусству?» За последние годы у меня появились некоторые новые идеи относительно этого искусства владения мечом, и я уверен, что эти идеи будут тебе полезны. Вдобавок ко всему, сейчас что ты находишься на средней стадии интеграции тела, так что я уверен, что это будет только вопросом времени, когда ты столкнешься с узким местом на поздней стадии интеграции тела. У меня также есть некоторые соображения в этой области, если ты хочешь услышать и их. Ханли, естественно, пришел в восторг от его слов, поспешно поднявшись на ноги, низко поклониться. «Спасибо, старший. Для меня было бы огромной честью получить от вас инструкции.
Он, естественно, знал, что Цин Юаньцзы был готов сделать это только потому, что он собрал гораздо больше материалов по списку, чем ожидал Цин Юаньцзы. «Хорошо, тогда ты можешь пока остаться здесь. Сначала я пойду организую все эти материалы. Ты можешь завтра прийти прямо в мою секретную комнату», проинструктировал Цин Юаньцзы, с улыбкой повернувшись к Юанья. Юанья и Яньли, естественно, поспешно поклонились, и первый ответил: «Да, отец, мы обязательно позаботимся о господина Дасе Стихане». Цин Юаньцзы кивнул в ответ девушкам, а потом Хань Ли вышел из зала, оставив в комнате только Хань Ли, Юанья и Яньли. Слабый румянец появился на лице Юанья, и, когда она обдумывала, что ей сказать Хань Ли, Яньли внезапно заинтригованно сказала: «Я не могу поверить, что тебе удалось продвинуться к средней стадии интеграции тела всего за несколько столетий, брат Хань. Скорость твоего прогресса действительно позорит нас». У двух женщин была довольно тесная связь с Хань Ли, поэтому, хотя Хань Ли намного превзошел их в силе, Ян Ли все еще считал его равным. «Ты хорошо себя зарекомендовала, фея Янь. Тебе удалось остаться рядом со старшим Цзинем и всего через несколько столетий достичь стадии пространственного закаливания. Кроме того, я вижу, что большая часть инской ци исчезла из твоего тела, поэтому я полагаю, ты нашла способ вернуться обратно в человеческое тело. Поэтому я также должен поздравить тебя с этим», — сказал Хань Ли с улыбкой. «Твои силы действительно непостижимы, брат Хань. Я не думала, что ты сможешь сразу заметить изменения, которые мы претерпели. Действительно, старший Цзян действительно нашел способ вернуть нас в наши человеческие формы. Однако этот метод очень медленный, и спустя все это время произошли лишь незначительные изменения. С такими темпами нам понадобится еще 3000 лет, пока мы завершим наше преобразование», — с улыбкой ответила Янь Ли. Было совершенно ясно, что она тоже очень довольна таким развитием событий. «Вы двое не только пришли из того же человеческого мира, что и я, вы также двое из очень немногих хороших друзей, которые у меня есть в мире духов, поэтому я очень рад видеть, что у вас все хорошо», — сказал Хань Ли с улыбкой. «Брат Хань, если не сложно, не мог бы ты рассказать нам о том, через что ты прошли за последние годы? Конечно, ты можешь опустить более деликатные подробности. Мы вдвоем оказались в ловушке в этом месте с тех пор, как мы вознеслись в мир духов, и нам очень любопытен твой опыт», — наконец сказала Юанья. «Действительно, мне также очень интересно узнать, чем ты занимался все эти годы, брат Хань», — взволнованно вмешалась Янь Ли. Хань Ли усмехнулся в ответ и выполнил просьбу. «Хе-хе, я побывал во многих местах с тех пор, как мы в последний раз виделись, включая даже другой континент. Если вы хотите услышать о моем опыте, я был бы более чем счастлив рассказать вам о нем. Когда я покинул это место несколько сотен лет назад, я сначала вернулся на остров, на котором жил до прихода сюда, а затем на некоторое время ушел в уединение, продвинувшись в процессе к стадии пространственного закаливания». Таким образом, Хань Ли рассказал двум женщинам о своем опыте, и хотя он упустил много важных деталей, это все равно была захватывающая история для пары сестер. Глаза Юанья сверкали от рассказа Хань Ли, и Ян Ли тоже время от времени вскрикивала от удивления. Спустя долгое время Хань Ли, наконец, завершил свой рассказ и, естественно, спросил, как продвигалась культивация женщин за последние годы. Таким образом, Юанья и Янь Ли тоже рассказали ему свои истории, но по сравнению с захватывающей историей, которую только что рассказал Хань Ли, их опыт, по общему признанию, был чрезвычайно скучным. Кроме культивации и периодических выходов в Адскую реку, чтобы собрать предметы для Цин Юаньцзы, было ни о чем рассказать. Таким образом, Хань Ли продолжал болтать с двумя женщинами. Закончив разговор, женщины организовали ему тихую комнату для культивации, где Хань Ли мог остаться. Оставшись один, Хань Ли медитировал всю ночь, а на следующее утро две женщины привели его в секретную комнату Цин Юаньцзы. Время шло незаметно, и 3 месяца пролетели в мгновение ика. В этот день полоска золотого света и полоска лазурного света внезапно поднялись в воздух над пещерной резиденцией Цин Юаньцзы и полетели в определенном направлении. В полосках света были пожилой мужчина в сером и молодой человек в лазурной мантии, на вид лет 20, и, естественно, они были никем иным, как Цин Юаньцзы и Хань Ли. Однако, в отличие от зарождающейся души Цин Юаньцзы, это было истинное тело Цин Юаньцзы, которое летело вместе с Хань Ли. Он, наконец, вышел из уединения за день до этого, и Хань Ли получил огромную пользу в своем культивации благодаря тому, что в течение последних 3 месяцев его наставляла зарождающаяся душа. В настоящее время они направлялись в неизвестное место в Адской реке, чтобы навестить некоего таинственного человека. Хань Ли нашел довольно странным и озадачивающим то, что Цин Юаньцзы попросил Хань Ли присоединиться к нему в этой поездке. После полдня путешествия Хань Ли, наконец, не выдержал и спросил: «Не могли бы вы сказать мне, кого мы собираемся навестить, старший? Я отведу тебя к одному из здешних стариков, с которым относительно легче договориться, так что у нас должно быть больше шансов получить от него немного эликсира».
Я не совсем уверен в его происхождении, однако я могу быть уверен в том, что он определенно не является летающим духом или существом из расы паденок. Вместо этого кажется, что его истинная форма — это какой-то могущественный зверь. В сравнении с его опытом и возрастом даже я ему в подметке не гожусь. С ним будет немного легче говорить, чем с остальными, но у него также довольно своеобразный характер, поэтому будь начеку, когда мы познакомимся с ним, серьезно сказал Цин Юаньцзы. Спасибо за напоминание, старший, я обязательно проявлю осторожность, поспешно ответил Хань Ли. Ха-ха, тебе не стоит слишком беспокоиться. Он задолжал мне услугу много лет назад, так что, если не случится каких-либо неудач, мы должны быть в состоянии достичь нашей цели в этой поездке, успокоительно усмехнулся Цин Юаньцзы. Это, конечно, было бы лучше всего, ответил Хань Ли с улыбкой. Ха-ха, ладно, теперь давай сосредоточимся на путешествии. Этот человек живет в очень укромном уголке Адской реки, поэтому даже с нашей скоростью потребуется более 10 дней, чтобы добраться до его жилища, сказал Цин Юаньцзы, пока золотой свет вращался вокруг его тела. Его скорость резко удвоилась, и он пронесся по воздуху золотой нитью. Хань Ли, естественно, тоже ускорился, увидев это, превратившись в быструю лазурную нить, которая следовала за Цин Юаньцзы. 10 дней спустя Хань Ли и Цин Юаньцзы оказались над странным лазурным озером, окутанным бескрайним пространством слабого серого тумана. Все озеро было окутано туманом и было чрезвычайно массивным, а вода в нем была ярко-зеленого цвета. Хань Ли выпустил свое духовное чутье к воде внизу и был потрясен, обнаружив огромное изобилие духовной ци в озере. По озеру плавало бесчисленное количество гигантских рыб, и все они были демоническими рыбами, обладающими магической силой, которые испускали удивительные ауры. Тем не менее, эти рыбы, казалось, были как-то ограничены. Мало того, что ни одна из них не всплыла на поверхность, даже когда Хань Ли и Цин Юаньцзы летали над озером, рыбы не проявляли к ним никакого интереса. Хань Ли был слегка удивлен, увидев это. Пролетев еще несколько десятков тысяч километров, он увидел остров на поверхности озера. Остров был очень привлекательным, так как был полностью залит мерцающим золотым цветом. Вдобавок ко всему, там был гигантский сияющий золотой дворец, который занимал примерно 2/3 площади острова, в то время как на остальной площади росли все виды экзотических цветов и растений. Остров был прекрасен, как бессмертный рай, но он был полностью окутан барьером белого света, из-за которого Хань Ли мог ощущать сильные колебания и ограничения. Этот человек живет здесь. «Пойдем со мной, господин даосист Хань», сказал Цин Юаньцзы с улыбкой, останавливаясь перед островом.